Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Давайте мы посмотрим сейчас, что же вас ожидает, что же интересного произойдет у вас в этот отрезок времени, а именно с 5 по 11 января. Какие вам карты сегодня выпадут? Что же интересного вам следует ожидать? Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, оставить лайк, сообщение, можете написать, как вы относитесь к такому раскладу в целом по дням, насколько он вам нравится и насколько он близок к тому, что происходит в вашей жизни непосредственно. Расклад будет по дням недели, как я уже сказала, то есть на каждый день недели я достаю по одной карте. Сначала это будет основная колода, а затем дополнительная для уточнений, для разъяснений основных карт. И таким образом мы посмотрим, что же у вас будет на каждый день недели основного происходить. Конечно же, это общий расклад. Возможно, у кого-то отыграются лишь частично события, у кого-то по дням, так как они будут здесь представлены. Напишите опять-таки в комментариях, насколько подошел вам именно, непосредственно вам этот расклад. Мне будет интересно это узнать. Итак, давайте посмотрим. Водолеи. Неделя с 5 по 11 января. Что ожидает водолеев? Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у нас карта двойка пентаклей, карта таких колебаний, эмоций, какого-то хаоса, который у вас может быть в начале недели, в понедельник. То есть здесь очень-очень сильно много разных событий, с которыми нужно справляться, успевать все делать, все выполнять, собственно, да, правильно расставлять приоритеты и справляться с очень многими делами. Но при этом вы очень ловко это делаете, и действительно вам все это удается, справляться со многими задачами сразу. Поэтому вот она, двойка пентаклей. Но колебания эмоций действительно здесь могут иметь место быть, когда вы от хорошего настроения меняете настроение к какому-то плохому, да, к каким-то упадническим мыслям, потом снова таки себя приободряете, что все будет хорошо. Какие-то колебания могут быть. Но также и двойка пентаклей — это двойка, это в первую очередь двойка, потому что двойка говорит о двух вариантах, о двух возможностях, которые у вас есть. И здесь, правда, может иметь место две какие-то возможности или два предложения, возможно, которые вы рассматриваете, каких-то два варианта. Итак, давайте посмотрим, что же здесь может быть еще. Здесь у нас выпадает карта правосудия. Что интересно, у вас также эта карта правосудия есть и в субботу. Опять-таки, две чаши весов. Взвешивание плюсов и минусов при принятии какого-то решения. Возможно, колебания эмоций ваших и желание как-то сбалансировать ситуацию, то есть прийти к равновесию, уравновесить. Также здесь и желание решить какой-то спорный, конфликтный момент, спорный вопрос, решить какой-то юридический вопрос или какой-то вопрос с бумагами, с документами. Вы можете ездить, допустим, в желании решить свои бумажные какие-то дела, вопросы, что-то подписывать, если это необходимо, да, то есть как будто по делам решаете эти все детали, эти все вещи, поэтому в понедельник у вас такой достаточно активный, может быть, еще и правовой, юридический, возможно, день. Но нужно быть осторожнее, когда вы что-то подписываете, опять-таки взвешивать все за и против перед какими-то важными решениями или подписанием каких-нибудь бумаг. Следующая карта у вас карта, сейчас, секундочку. Следующая карта у вас карта семерка мечей, собственно, да. Семерка мечей, она показывает боязнь быть обманутым. Здесь можно говорить также и о каком-то
может быть, моменте, где вы чувствуете себя преданными, обманутыми, где вы боитесь чьей-то хитрости, или вы сами хотите схитрить и что-то делать, знаете, как будто бы в обход правилам или в обход каким-то людям, в обход какой-то ситуации. То есть вот где-то схитрить, поступить нечестно. Может быть, это какая-то ложь во благо. Ну вот как будто бы обойти какие-то острые углы. Вот. И также она здесь называется нестойкое намерение, когда вот какая-то есть неопределенность в ваших действиях. Вот вы себе одну картинку нарисовали, представили, как вы будете действовать, но пока что это лишь набросок, это лишь какой-то такой черновой вариант, который вы еще будете, возможно, переписывать, пересматривать, передумывать, да, как-то по-другому, возможно. То есть это не финальная версия. Давайте посмотрим на 7 мечей, собственно, что здесь еще может быть у Водолея на вторник с 7 мечей. Здесь карта короля мечей, ваша воздушная стихия выпадает. Человек, который много думает, много размышляет о какой-то насущной проблеме. Человек, который пытается здесь, вы в частности, да, поступить ответственно в каком-то важном для вас вопросе, может быть, рабочем вопросе. Старайтесь контролировать то, что вокруг вас происходит. Опять-таки, чтобы вас не обманули, чтобы не провели вокруг пальца. Карта принцессы Пентаклей, карта земного знака. И да, она может говорить про общение с земным знаком зодиака. Это девы, тельцы или козероги. Но также она показывает предложение выгодное, которое вам делается. Хорошая возможность, которая вам дается. Возможность получить что-то материальное, какой-то подарок, сувенир. Или получить какое-то ценное знание, обучиться чему-то. Потому что принцесса Пентакли или паж Пентакли — это ученик, это человек, который готов принимать какие-то знания, изучать нечто и быть решительными в том, чтобы эту возможность принимать, чтобы ее брать и чтобы от нее не отказываться. Карта хорошего шанса, да, карта принцессы Пентаклей. Давайте посмотрим, что здесь еще есть у Водолея. Есть 2 кубков, как предложение о дружбе, предложение о сотрудничестве, какие-то хорошие, выгодные какие-то сделки, которые вы можете совершать в рабочем да, варианте, если мы говорим про работу. Либо это какое-то предложение, не знаю, пойти на свидание, какой-то конфетно-букетный период у кого-то из вас. Такой вариант тоже может быть. Также здесь проявление по пажу Пентаклей какого-то усердия в том, чтобы изучить по 2 кубков. Возможно, что-то такое, что вам, ну не знаю, нравится, что-то, что является вашей отдушиной, может быть, по этой карте. Также здесь какие-то попытки выстроить доверие, доверительные отношения с вашим ребенком или с вашим другом. Возможно, здесь обменяться какими-то своими впечатлениями или по карте паж Пентаклей чем-то помочь своему любимому человеку или родному. Карта, кстати, еще может показывать поход в гости, какие-то подарки. Может быть, на день рождения идете, да, что-то дарите. Дальше карта 9 жезлов. Карта здесь называется «Великая сила». В целом карта раненого воина, когда человек уже вот последних просто, из последних сил пытается что-то начатое довести до конца, когда уже и сил практически нет, но есть намерение, есть настойчивое желание двигаться дальше, есть желание с упрямством довести начатое до конца. То есть спокойствие, которое вы здесь сохраняете в том, чтобы что-то доделать, завершить. Также настойчивое желание защитить от каких-то бед или напастей себя или своих близких в целом. И продвижение к своей цели, несмотря на препятствия, несмотря на проблемы, ну и желание отгородить себя, да, от каких-то дополнительных неприятностей. Оно здесь тоже может прослеживаться. Возможно, вы здесь немножечко не доверяете окружающим. Карта 10 мечей, она также о желании завершить некомфортную для вас ситуацию, стрессовую, отчаянную, какую-то ситуацию, наполненную бедствиями, может быть, некомфортную для вас, или что-то касающееся работы, когда вы хотите завершить какой-то проект, хотите завершить какую-то работу, потому что вам уж тяжело она дается. И дальше идет карта Иерофанта, карта Тельца. У кого-то это может быть общение с человеком знака Телец, для кого-то это общение с человеком старше вас, мудрее, может быть, человеком, который может дать вам хороший совет, как наставник, советчик, такой духовный наставник и лидер. Также для кого-то из вас Иерофант — это необходимость поступить мудро, принять мудрое решение, действовать исходя из традиций, из того, как принято в обществе, в вашем обществе, в вашей культуре по Иерофанту. У кого-то это
даже карта, не знаю, бракосочетания, там, где вы венчаетесь, может быть, в этот же день, да, и это карта именно священника. Для кого-то иерофант здесь может показать следование традициям, какие-то семейные праздники, торжества, юбилеи, годовщины свадеб, на которые вас приглашают. А для некоторых из вас это готовность к свадьбе, кто еще не в браке, может быть и такое, готовность создать семью, или какие-то вопросы, касающиеся брака, касающиеся семьи, для вас здесь также могут быть важны. Еще и тройка кубков — это как общение со многими людьми. Это праздник, где вы общаетесь со многими людьми, поднимаете кубки, что-то обсуждаете радостно и весело, да, то есть успех какой-то свой. Может быть, правда, здесь свадьба, да? А у кого-то здесь общение с другими людьми для того, чтобы принять мудрое решение. Тройка кубков. Чувствуете поддержку, чувствуете внимание со стороны этих людей, готовы делиться своими успехами с этими людьми. Собственно, можете получать от них тоже хорошую поддержку, потому что они с вами как будто бы на одной волне, и у них одни ценности. Моральные, духовные ценности, как и у вас. Карта правосудия, также карта весов, возможно, общение с человеком знака весы, но еще и по правосудию желание, опять-таки, добиться справедливости, добиться законности в чем-то, может быть, уравновесить чаши весов, прийти к балансу и гармонии, договориться с кем-то о чем-то, что вас беспокоит. И по карте правосудия здесь могут быть еще и кармические ситуации, в которые вы здесь попадаете, какие-то обсуждения, споров, конфликтов, разногласий, в которых, возможно, и вступают какие-то третьи лица для того, чтобы разобраться с этим спором, с этим разногласием. Карта правосудия. Давайте посмотрим на субботу, что здесь еще у Водолея есть. Есть девятка пентаклей. Потрясающе, потому что это успех. Это возможность успешно решить спорный вопрос. Это возможность успешно завершить какое-то дело или подписание какой-то бумаги. Это возможность здесь добиться справедливого какого-то решения судебного в свой адрес, в свою пользу. То есть хорошая карта. И дальше идет король кубков. Радость, эмпатия, которую вы проявляете в отношении других людей. Умение чувствовать здесь и проявлять свои эмоции особенно ярко выражено. У кого-то из вас может быть и общение с таким вот водным знаком зодиака, то есть это раки, рыбы или скорпионы. А у кого-то здесь влюбленность, а у кого-то по десятке кубков общение с семьей, с близкими, когда вы можете с ними поделиться своими переживаниями. Может быть, и радостями также по десятке кубков, когда вы можете отмечать какие-то семейные праздники, снова-таки торжества. То есть хорошая, замечательная карта. Карта десятка кубков у вас, общение с семьей, время, которое вы проводите в кругу семьи, ощущение счастья как такового и душевного спокойствия за своих близких, которое здесь также очень хорошо ощущается. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для водолеев мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.